Елена Десерич из штата Вайоминг, США, была очень милой и доброй девочкой. Родители души не чаяли в шестилетней малышке, а младшая сестра и вовсе ее боготворила. Терпеливая, любознательная кроха обожала читать, хлопотать по дому, играть с друзьями и собакой, принадлежащей ее тете. Однако за несколько дней все изменилось. Врачи обнаружили у несчастной Елены рак мозга. Сказать, что все родственники девочки были раздавлены горем, ничего не сказать. Прогнозы медиков звучали крайне неутешительно. По их словам, ребенку оставалось жить менее года. Собравшись с духом, Кит и Брук, родители малышки, решили сделать последние месяцы жизни своей дочери максимально счастливыми. Отец с матерью бодрились и старались держаться молодцом. Однако Лена быстро поняла всю тяжесть своего положения. Тогда шестилетняя кроха, которая лишь недавно обучилась грамоте, начала писать для родителей, сестры и даже собаки записки. Клочки бумаги, на которых девочка признавалась в любви родным и подбадривала их, она потихоньку прятала по всему дому. В последние пару месяцев жизни состояние Лены сильно ухудшилось. Лучевая терапия не приносила никакого облегчения. Со временем малышка утратила речь, а немного позже бедолагу сковал частичный паралич. Однако даже тогда девочка упрямо продолжала писать записки. Самое интересное, что при всем этом она умудрилась сохранить свое занятие в тайне от родителей. Первое из посланий Лены отец с матерью нашли спустя пару дней после ее смерти. В следующие несколько лет они обнаруживали записки умершей дочки в самых неожиданных местах. Даже сегодня, когда их малышка уже давно отошла в мир иной, Кит с Брук все еще хранят несколько закрытых посланий от нее. Супруги планируют чуть позже передать их младшей сестре Елены. Когда большая часть записок скончавшейся дочери были найдены, чита Десерич опубликовали их в форме книги. Все доходы от публикации безутешные родители передают в благотворительный фонд, занимающийся поиском лекарства от рака. Так маленькая Лена даже после смерти вносит свою важную лепту в борьбу с жуткой болезнью. А ее письма сегодня возрождают надежду в сердцах людей по всему миру. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.